Здравствуйте, товарищи студенты! Меня зовут Иван Потылицын, и сегодня мы с вами навсегда распрощаемся с флешками, папками и потерянными файлами. Сегодня мы узнаем, что такое Git и как им пользоваться. Поехали! Git — это распределенная система контроля версий, придуманная Линусом Торвальдсом в 2005 году, для того, чтобы программисты могли быстро, удобно и надежно вести совместную разработку ядра Linux. На сегодняшний день Git является индустриальным стандартом, у которого, пожалуй, только один недостаток – высокий порог входа. Если вы никогда не использовали Git, то даже не надейтесь прямо сейчас понять, как им пользоваться. Существует только один способ осознать Git – поверить в то, что это действительно удобно, и тренироваться. Если продержитесь месяц, то больше не сможете работать без Git. Если так и не втянетесь, то профессия программиста вам, пожалуй, не светит. Пройдемся по определениям. Git — это распределенная система контроля версий. Ключевое слово «система». Клиент Git — это программа, установленная на вашем компьютере, позволяющая использовать систему Git. Клиент Git имеет консольный интерфейс. Консольный интерфейс — разновидность интерфейса, в которой команды передаются программам в виде текстовых строк. Консоль или терминал — программа, позволяющая вводить и выполнять текстовые команды. Только в терминале можно почувствовать себя настоящим хакером. Давайте подытожим первый блок определений. Чтобы пользоваться Git, вам нужно установить на компьютер клиент Git и вызывать его команды через терминал. Едем дальше. Репозиторий. Обычная папка на компьютере. Необычность в том, что она хранит историю своих изменений. История хранится в скрытой папке .git в корне репозитория. Коммит. Зафиксированная в истории версия репозитория. Слепок или снимок репозитория в определенной версии. Сообщение коммита. Короткое человеческое описание, позволяющее понять, что вы изменили в конкретном коммите. Хэш коммита. Уникальное имя коммита. Представляет собой 20-байтное значение, посчитанное по алгоритму SHA-1 от объекта в папке Git, хранящего состояние репозитория на момент коммита. Head. Коммит, на который переключен репозиторий в данный момент. Незакоммиченные изменения. Изменения в репозитории, отличающие его содержание от head. Откат изменений. Удаление незакоммиченных изменений без возможности восстановления. Не переживайте, через пару часов вы привыкнете к тому, что свои проекты и задания удобно хранить в репозиториях. Если поработал и получилось, сделал коммит. Если поработал и все сломал, откатил изменения к хеду. Если понял, что на прошлой неделе изменил хороший код, откатился к нужному коммиту по его хэшу. Согласен, пока это звучит как заклинание. Самые простые заклинания. Продолжаем. Локальный репозиторий. Папка на вашем компьютере со скрытой папкой .git, хранящей всю историю изменений. Удаленный репозиторий. Копия вашего локального репозитория на сервере. Идеологически точнее будет сказать, что папка на вашем компьютере — это локальная копия главного удаленного репозитория. Фактически папки на сервере и на компьютере идентичны. Сервер Git. Компьютер с программой, позволяющий хранить удаленную копию вашего репозитория. Часто это собственный сервер или облако. Самый простой пример удаленного сервера — это всем известный сайт GitHub. Переходим к самому интересному, к определениям действий. Push. Команда клиенту Git, чтобы он создал на сервере удаленную копию вашего локального репозитория. Локальные коммиты. Коммиты репозитория, которые есть на вашем локальном компьютере, но которых нет в главной удаленной копии репозитория на сервере. Pull. Команда клиенту Git, чтобы он скопировал с удаленного сервера все коммиты, которых нет в вашем локальном репозитории. Клон. Команда клиенту Git, чтобы он скопировал весь репозиторий с удаленного сервера на ваш локальный компьютер. Глаголы описаны. Давайте соберем их в типичный рабочий процесс, который ждет нас по ходу курса общей инженерной подготовки. Пришел на пару, сел за новый компьютер, склонировал с сервера репозиторий со своими файлами, написал лучшие в мире скрипты, сделал коммит, чтобы не потерять ценные наработки,
запушил коммит в свой надежный репозиторий на GitHub, чтобы в следующий раз не искать файлы на каком-то учебном компьютере. Пришел домой и придумал, как улучшить свой скрипт. Сел за свой ноутбук, склонировал репу, добавил фичу, закоммитил, запушил. Через неделю вернулся на пару и сел за любой компьютер. Склонировал репозиторий, запустил скрипт и получил OTL. Звучит легко, не правда ли? Давайте введем последний блок определений, который понадобится нам для того, чтобы полноценно пользоваться Git'ом. Ветка. Последовательность коммитов, приводящая к определенному, последнему в этой ветке коммиту. Ветки имеют человеческие имена. Основная ветка репозитория называется мастер. Ветвление. Создание новой ветки для написания функций, которые могут сломать работающий проект. Merge. Добавление отлаженных изменений из ветки разработки в основную ветку репозитория. Допустим, вы ведете репозиторий с проектом по вычислительной математике. У вас есть рабочая программа, за которую вы можете получить хор, и идея, как заставить программу работать быстрее. Чтобы не упускать синицу из рук, вы делаете коммит с подписью «Все работает на хор». Чтобы не бояться что-то сломать, вы создаете новую ветку Go4Autal. Каждый вечер пишете новые функции, коммитите, пушите, и в конце концов у вас получается. Вы переключаетесь в мастер и мержите в него ветку Go4Autal. Таким образом, в ветке мастер у вас будет всего два коммита. Все работает на хор и да, я это сделал. Мы с вами добрались до самого главного. До того, ради чего и был придуман Git. Представьте красоту идеи, ощутите мощь инструмента и проникнитесь моментом. Клонировать репозиторий, делать коммиты, пушить их на сервер, ответвлять и мерджить ветки могут несколько разработчиков одновременно. Если вы работаете в паре или целой компанией друзей, то нет смысла каждому иметь свой отдельный репозиторий с копией ваших общих наработок. Создайте один командный репозиторий и пушьте в него ваш личный вклад в общий проект. Git автоматически подпишет каждый коммит вашим именем и электронной почтой. Так уж он устроен. Пожалуй, на этом стоит закончить очень короткое введение в бесконечные возможности Git. Не бойтесь, если вы чего-то не запомнили. Сегодня нужно было поверить в 4 простых вещи. Для работы с системой Git нужно всего лишь установить на компьютер бесплатную программу и перестать бояться пользоваться консолью или терминалом. Репозиторий — это всего лишь обычная папка, хранящая всю историю своего развития в скрытой папке .git. По этой истории можно легко переключаться назад и вперед. Чтобы надежно хранить свои файлы и всегда иметь к ним доступ, достаточно всего лишь сложить их в репозиторий и запушить на сервер. Бесплатный GitHub идеально для этого подойдет, только не пушьте в публичный репозиторий сканы своих паспортов и пароли от учетных записей. Чтобы уверенно и быстро развивать любой проект, нужно всего лишь собрать надежную команду друзей и научить их пользоваться Git'ом. В следующих видео мы с вами убедимся, что эти 4 вещи действительно простые. До встречи! Да, чуть не забыл. В описании есть пара полезных ссылок про Git. Не благодарите.